Добро пожаловать в мир немецкой фортификации времен Третьего рейха. В этом ролике мы продолжим изучение Мезерицкого укрепрайона, в народе именуемого как лагерь Дождевого червя. В прошлой части я поведал вам шикарную 20-минутную историю этого объекта, тем самым немало расстроив тех, кто пришел сюда деградировать, и наоборот, обрадовав тех, кто любит историю и подробную информацию об объекте. Для полного понимания происходящего в этом ролике настоятельно рекомендую к просмотру прошлую часть видео, ссылки на которую оставил в аннотации и в описании к ролику. Конец прошлой части ознаменовался тем, что мы с моим напарником разделились. Я с помощью альп-снаряги спустился в шахту и начал свой путь в одиночку по тоннельной системе. А Дима, уехав на машине к доступному без зверья доту, должен будет спуститься вниз по лестнице и выйти мне навстречу, которая запланирована в центральном тоннеле через 2 часа. Время идет. Давайте же углубимся в объект и начнем непосредственное с ним знакомство. Погнали! Неоднократно в комментариях я встречал вопрос: МШ, можно ли где-нибудь купить атрибутику с символикой урбан-туризма? Теперь я могу сказать, что да, можно! У меня появился новый магазин, где вы можете прикупить футболки, толстовки, кружки и прочую всячину с атрибутикой и урбан-туризма, и с различными рисуночками, которые наверняка вам понравятся. Например, вот с такой вот футболочкой неустановленная, где изображены все мы. Ссылку на магазин я оставил в описании к ролику. Заходите, смотрите, выбирайте и покупайте. А, ничего себе, я на роднике стою. Обалдеть, то есть он как-то сам себя, что ли, питает. Интересно довольно. Ну, в любом случае, ладно, туда уже не полезем. Главное, чтобы это не затапливалась основная часть тоннеля. Так, здесь проброшены доски, поэтому можно пройти по доскам. В принципе, я в берцах. Да и даже если намокну, то ничего страшного, как намокну, так и высохну. Я уже готов морально, если что, намокнуть. Я уже намок немножко, берцы старенькие. Текущая здесь река вымыла целое русло. Мне очень интересно, куда она утекает. Но там столько воды, что я боюсь, надо там в костюме идти. А дальше видно, что, видимо, здесь раздолбали кирпичную кладку за обделочное пространство и обнажили путь песку, который теперь может попадать в тоннель, и он за какое-то относительно длительное время здесь уже вот насыпался такой горой. Уровень тоннеля постепенно повышается, и вода уже течет не таким бурным потоком. Кстати, видна плитка, которой был выложен пол тоннеля. Но мне все-таки жутко интересно, что же там происходит, куда же утекает вода. Вот это для меня реально загадка. Я сейчас разуюсь и пойду посмотрю, что там. Ох, вечно мне не имется. Пойдем поглядим, что там происходит. Вода, конечно, дубачная. Ну да ладно. Давайте окунемся в этот адок. Куда ж ты течешь-то, родная? Вау. Лишь бы не провалиться с камерой. Ой, нифига тут эхо. Маленький, узенький тоннельчик. Яйцеобразные формы. Все, ребят, это максимум, до куда я могу дойти. Дальше тупо. Я там явно не помещусь. А жаль. Интересно все-таки, куда вода утекает. Ну а так как мои ноги уже немножечко дают дубу, задерживаться я не буду, оперативно двигаюсь назад. К тому же контрольное время не дремлет и становится все ближе. Вот так вот и выглядит процесс моего пробирания. Я тут 3 погибели, но прикольно. Что-то новенькое. Все-таки немцы, конечно, понастроили знатно. Но вот куда утекает вода, это для меня будет тем вечной загадкой. Иногда в тоннелях висят не только летучие мыши, но и рюкзаки, что мы сейчас с вами видим. Единственное предположение, которое мне приходит на ум, связанное с тем, куда утекает эта вода, это то, что эти бункеры все, они построены на холмах. Искусственно насыпанных, естественно возникших, не суть важно. То есть, возможно, и это скорее всего так, я нахожусь сейчас, если убрать высоту холма, то даже может быть выше уровня земли. Просто как бы здесь под землей это не чувствуется, особенно после такого спуска. Ведь перед тем, как я попал в 739-й бункер, я вначале поднялся неплохо-таки наверх, а потом спустился на эту высоту вниз. Поэтому не удивлюсь, если эта вода, утекая в трубу, просто вытекает где-то в ближайшей речке,
к тому же здесь таковая имеется. И таким образом сразу дается ответ на второй вопрос, почему за 70 лет не затопило, за 80 даже лет не затопило эти тоннели. Потому что сделана система дренирования в ближайшую речную систему, и поэтому вся вода, которая протекает, она успешно отводится. Вот и все дела. Давайте остановимся на этом варианте. Ну, а вообще нам пока дальше. Видите, тут местные изучали, было им интересно, где что находится, поэтому в некоторых кирпичных таких стенках сделаны дырки. Но это, скорее всего, были заделы под будущее строительство, потому что на карте обозначено много проектируемых бункеров, и эта вся система была в целом, конечно, недостроена. Но, конечно, и то, что построили, просто внушает, очень внушает. А вот, кстати, родничок, который бьет, и вода из которого утекает туда, к тому месту, от которого мы пришли. Здесь немножечко подзатоплено, но это все мелочи. Сейчас пройдем. Главное, очень быстро. Опа. Все, вот намокнуть и не успели. Все, сухой тоннель. Идем вперед. Вы меня часто спрашиваете, как тебе не страшно ходить по таким вообще подземельям? Ну вот, знаете, на самом деле страшно. Ну, как, не то, что страшно, неуютно. Ну, бояться чего можно бояться? Вода есть, если что, попить. Контрольное время обозначено. Аварийные варианты просчитаны все. То есть, что будет делать товарищ, если не засечет, значит, если мы не встретимся с ним в определенное время. Все это продумано. Но, знаете, как-то все равно, да, неуютно, потому что это не совсем привычная среда обитания человека. И поэтому, конечно, испытываешь некоторое такое неприятное ощущение, холодок такой. Ну, вот, например, я могу сказать так. О, нифига себе, там течет вообще мощно. На данный момент я разговариваю с вами. Это видео, которое смонтирую, посмотрит энное количество тысяч человек. Вот считайте, я с вами разговариваю. И считайте, что вы незримо просто составляете мне компанию. Конечно, вы за экранами мониторов, а я в берцах шагаю сейчас навстречу неизвестности. Потому что эта неизвестность очень громко шумит на самом деле. Где-то интенсивно течет вода. И, конечно, мне не проблема намокнуть, но все-таки не хотелось бы оставить, точнее, очень сильно обморозить ноги. А вот мы куда-то пришли. Что здесь течет? Река утекает в дренаж. Повсюду что-то где-то протекает. Ну и ладно. А еще я рад тому, что у меня появилась возможность выбираться в более удаленные объекты. Например, вот я сейчас мотаюсь по Европе. То есть, если до этого дальше Украина никуда не уезжал, то вот он прогресс налицо. И все, кстати, благодаря вам. Спасибо вам. Ой, ладно, меньше слов, больше дела. Почесали. Кстати, тоннель такой окрасочки. Точнее, где-то здесь видно, вода протекает. Ржавчина от железок остается, сталактиты уже нарастают вдоль стен. Так, интересненько. Дует довольно-таки ощутимый встречный ветер. Поэтому вот, кстати, люк, в который можно ухайдокаться. Встречный ветер, поэтому ток воздуха есть. Значит, как минимум, откуда-то он заходит. То есть где-то можно выбраться. Значит, я иду по верному пути. Итак, ребята, я надеюсь, карта вам немножечко подсказывает мои перемещения. Я пришел из этого тоннеля, попал в небольшой перекресток Т-образный тоннелей. Налево уходит тупиковый участок, вон там видно вдалеке уже все, недострой. Вот так вот попытаемся навести, большая влажность, поэтому довольно-таки трудно. Значит, там должен был быть находиться бункер класса А. Но он был только запроектирован, его не успели построить. А мы отправляемся вот туда вот. Тоннель уже становится более широкого сечения. Маленькие аппендиксы, показанные на карте, представляют из себя вот такие вот недостроенные фрагменты тоннеля. Что там должно было быть? Перспективные или ответвления на какие-то бункеры, либо какое-то инженерное обеспечение объекта. Здесь уже никто не скажет. Кстати, я вот тут иду и потом понял, а что это так интересно журчит у меня так под руками? А это вот такие вот камешки. Я вот не знаю, это естественного происхождения или искусственного. Идешь по ним, и они такой приятный звук издают, когда шагаешь.
Увеличение сечения тоннеля говорит мне о том, что я пришел в недостроенный Банхоф-Отто, вокзал Отто. По всей системе этой тоннельной должна была пролегать узкоколейка. Где-то она была проложена, где-то нет, потому что тоннели еще только-только строились. Вот здесь должен был быть этот вокзал. Узкоколейка должна была разойтись на 2 пути, может быть даже больше, но скорее всего на 2 пути. И такой вот мини-вокзал. Но на данный момент здесь ничего нету, только немножечко воды. У меня привал, я отдыхаю. А еще просто знаете, что берете и выключаете свет. И остаетесь в полной темноте, наедине с объектом, с его звуками, с его атмосферой. Постигаете суть. Ладно, время идет, его осталось очень мало. Вот, пожалуйста, надпись «Банхоф Отто», вокзал Отто. Все, чешем с вами дальше по вокзалу и вперед, вперед, вперед. Приближаясь к источнику какого-то звука, понятно, что течет вода, но просто здесь, видимо, она вытекает в дренажку. И поэтому на весь близлежащий отрезок тоннеля раздается такой довольно своеобразный звук, который по мере удаления от его источника немножко искажается и приобретает довольно причудливую форму. Тоннель снова становится шире, потому что мы сейчас находимся на развилке. Вот оттуда я пришел, а туда ведет тоннель к недостроенному, как я понимаю, укреплению типа Б под кодовым названием Е62. На карте оно обозначено по-польски Е62, по-немецки А62. Но не буду говорить точно, какое наименование верно. Тем не менее, тоннель стал шире, и это хорошо. Правда, воды тоже так же сохраняется, блин. Вижу такую конструкцию. Может быть, это было что-то типа щитовой. И здесь были преобразователи для заряда аккумуляторов электровозов, как вариант. Ну, точнее, должны были висеть щиты, там всякие выпрямители и так далее. Но это чисто как предположение. Потому что тяга здесь была электровозная, аккумуляторная. Электровоз, допустим, разряжается, приехал, съехал на боковой путь, чтобы не мешать основному движению. И заряжается спокойненько себе. В конце вокзала Берта, даже вон название говорят, идет ответвление к Панцерверке 733, к бункеру номер 733. Ой. Ну, а мы с вами все продолжаем движение. Небольшой такой задел под лестницу, но это не наверх, не переживайте. С наверх тут пока довольно туго. Это ответвление есть не что иное, как туалет. Небольшие квадратные отверстия – это очки, а может тут и унитазы стояли. Квадратные бетонные люки ведут вниз, в резервуар, где вся масса скапливалась и потом откачивалась на поверхность. Как я и был и прав, никакого пути наверх здесь нету. Сколько же воды-то здесь. Я вышел из затопленной части, поднялся, вот отсюда бьет ключом вода, и моему взору предстали рельсы узкоколейки, той самой узкоколейки, которая шла по всей системе здесь. Да куда они там доходят, я, честно говоря, не скажу, потому что как-то она постепенно так вылезла из воды и из-под тех вот камешков, которые я вам показывал. Ну ладно, идем. Идем, шагаем, сейчас музычку включим. Кстати, о музычке, да. Местные, я тут смотрю, романтику наводили, остатки свечек чайных таких, они, видимо, расставляли и фотографировались. Банхоф Цезарь. Прошли стандартную стойку, ее снимать не стал. Здесь под водой виднеется перекрестный съезд. Это вот здесь вот узкоколейка, она спрятана. А вот здесь было крест-накрест перекрещение путей двухпутки, видимо, для оборота поездов. За нами отошел тоннель к 730-му бункеру. И мы выходим с вами из объединения
вот этих бункеров Верхгруппе Людзоу. И входим в Верхгруппе Йорк. Объединение бункеров Йорк. Довольно-таки крупное само по себе. Развилочка. Куда бы нам податься, чтобы не заблудиться? Туда или туда? Я все-таки думаю, что надо идти прямо и никуда не сворачивать. Поэтому давайте моему наитию последуем и пойдем прямо. Ну, благо, что в аппендиксе эти явно не свернешь, потому что кирпичная стена мешает. И, конечно, не забываем смотреть под ноги, а то можно провалиться и в лучшем случае вымокнуть, в худшем еще и ножку сломать. О, тоннель, кстати, прикольно меняет свою форму, он становится еще более яйцеобразным. При сохранении той же ширины высота его увеличивается на метр. И мы идем по такому под таким высоким сводом. Вау! Скорее всего, увеличение высоты тоннеля связано с тем, что и здесь его хотели сделать двухуровневым. Об этом свидетельствуют остатки вот этих вот закладных двутавровых балок, которые благополучно торчат из стены. Здесь должно было быть 2 этажа. И дальше тоннель опять становится более узкой формы. Может быть, здесь должны были быть какие-нибудь казармы, может, еще что-то. Тоннель постепенно поворачивает, и я сейчас выйду на вокзал Дора, где меня будет ждать мой товарищ Дима. Надеюсь, что он меня там ждет. Снова такие интересные надписи. Я нахожусь в начале вокзала Дора, слышу уже вот там вдали от света фонаря: «Димон!» Ого, отлично, встреча произошла. Надписи «Грозный». И еще повсюду встречается вот такая вот надпись: «Оковка, дрога, что-то там». В общем, кто сможет, переводите. Я вхожу в сам вокзал. Сейчас мы встречаемся с товарищем, который там аж 3 фонарями себе что-то просвечивает. И двинемся дальше в путь. Чувак, здорово! Отлично. Ну как? Ну как, тебя вообще не видно, конечно, в контровом свете. Давай так попробуем. Да, отлично. Слушай, замечательно прошелся, просто мне очень понравилось. Там система дренирования меня просто убила. Да, меня тоже. Да? Да, там дальше 10 минут, тут это говно, но оно где-то по щиколотку. По щиколотку? Ну, это фигня. Там было весело, сейчас тебе расскажу. А вы уже, зрители, все видели. Кстати, похоже на немецкие обозначения пикетов. Что, где, откуда. Ну, в принципе, я думаю, строительство таких тоннелей не особо сильно отличается от строительства метро. Ну, в том плане, что народу нужно привязываться к каким-то точкам, и, соответственно, от этих опорных точек ведут свое расстояние, свой счет. Мы устремляемся дальше на юг. Если мы очень захотим вернуться к нашей машине, нам надо идти налево. Это тоннель, который отходит к укреплениям, к группе укреплений Йорк под названием. Основной тоннель уходит прямо. Мы сейчас пойдем по нему, чтобы посмотреть въезд грузовой в этот объект сам. Туда подходила узкоколейная дорога, то есть тоннель непосредственно выйдет на поверхность земли. Гоу! Оп, снова стрелочка. Вокзал Эмма, Банхоф Эмма. И к нему подходит подходной тоннель, подходняк от 723-го бункера. Мы хотим посмотреть, как выглядит сей подходняк. О, ничего себе, остатки вентиляции. Это первая встреченная нами металлоконструкция в немузейной части этого объекта. За остатками вентиляции виднеется кирпичная стена с 2 проемами, которая теоретически может вести к бункеру. Но мы сейчас пройдемся немножко по вокзалу, посмотрим, может быть, все-таки есть нормальный тоннель. Может быть, это не то. Хотя на схеме других тоннелей нет. Изоляторы. Остатки токоведущих шин наверняка здесь были, или проводов, которые были заложены вот на этих вот относительно низких закладных. 3 фазы, 0. Ну, больше у меня объяснения нету, почему 4 изолятора в рядочек идут. И опять надписи, и опять не по-русски. Пройдя по вокзалу, мы не увидели никаких других отходящих тоннелей. Карта не врет. Значит, сейчас мы пойдем к бункеру сходим, посмотрим, как выглядит подходняк изнутри. А здесь прям мамма мия. Я бы, конечно, сказал, что они в масле, но они просто немножечко такие ржавенькие. Тем не менее, подшипнички. Привод вентилятора. Здесь, наверное, находился электродвигатель, но на данный момент тоже ничего нету. Вот такой вот он, немецкий, сохранившийся остаток вентиляции. Идем к бункеру.
Ура, пролезли! Снова бетон, снова тоннели. Оп! И мы подходим к стволу, который уходит к бункеру. Все, финал, ребята. Здесь нет лестницы, и тоже можно воспользоваться только верьем. Но, как вы понимаете, мы наверх подниматься не будем, потому что как минимум вязаться нам веревку не закинуть. Снизу такая жижка и неприятно. О, ребята, цените, я фонарем свечу в воду, и свет отражается от той грязи, которая на воде плавает. Но и тут еще соображаем, зачем нужны вот эти вот кирпичные, точнее, смотрите, ствол идет цельный, монолитный, но за несколько метров до кольца, которые отлиты, они имеют такие вот выемки, которые сейчас на данный момент заложены кирпичом. Раз и два. Вот зачем оно нужно было? Может быть, какие-то перспективные проемы, может, еще что-то. Но то, что это было сделано при немцах, а не позже, говорит о том, что слишком уж аккуратно врезан бетон. Ровненько так. Эх, загадки, загадки, загадочки. Что же немцы хотели здесь сделать? В части тоннеля идет вот такая вот вентиляционная труба, очень уж мне напоминающая вентиляционную трубу в метрострое. Здесь непонятно, то ли она для постоянной вентиляции сооружалась, то ли для временной. Ну, в любом случае, она висит. О, ангел дождевого червя меня сразил на повал. Милота, просто милота. Писает мальчик. Продолжаем наш путь. Мои ребята, вы уже, наверное, немножечко втомылись, а может быть нет. Я надеюсь, вам очень интересно, как мы тут шастаем по тоннелям. Я реально надеюсь. А пока что несколько моих замечаний. Замечание номер 1. Это интересная акустика. Здесь прямо звук гуляет и играет. Эти подземелья. Это ладно, это первое. А второе, сухая дорога опять сменилась на немножечко такую влажную. И чем-то она мне напоминает наши дороги в России. Вот эти вот ямы выщербины, по которым едешь где-нибудь там по грунтовочке в районе какой-нибудь деревни и проклинаешь, потому что понимаешь, насколько быстро уменьшается у тебя ресурс подвески. Но мы идем пешком, нам по барабану. Дети подземелий. Обратите внимание, уровень воды, судя по всему, доходит вот до края вот белого вот этого вот налета. То есть в нашем конкретном случае нам довольно-таки сильно повезло. Может быть, это по весне, по осени, по ливням каким-нибудь случается, но, тем не менее, у нас сейчас довольно-таки сухо. Ладно, идем ко входу, к выходу на поверхность. Мои такие привычные слова, наш путь пришел оттуда. На закладных появились дополнительные конструкции. Возможно, по кронштейны под провода, может быть, еще что-нибудь. А рядом приходит тоннель. Тот самый тоннель, который идет непосредственно к выходу. Идти здесь довольно-таки долго. Нас ждет впереди еще один вокзал, и мы хотим дойти до решетки, которая отделяет эту всю систему от поверхности. Потом мы пойдем дальше туда, дальше на юг, и хотим дойти до решетки музейной части, чтобы уж эта часть комплекса была более-менее нами обхожена. Хотя, как сказать более-менее? Это я иду все еще по одному тоннелю, по основному. А здесь столько ответвлений, которые я вам показал. Если сходить по ним всем, никаких ног не хватит. Да, Димон? Да. По потолку тоннеля, который выходит на поверхность, идут двутавровые закладные, и тут мы увидели гравицапу. Труба, которая явно, скажем так, базовая, то есть она была сделана немцами, судя по тому, что она закреплена на такой закладной. И здесь такие, то ли, я не знаю, то ли фильтра, то ли еще чего-то. Ну, в общем... На момент съемок этого ролика я явно еще не смонтировал видео с недостроенного коллайдера в Протвино, ибо там я тоже встретил подобное устройство. Это сильфонный компенсатор осевого типа. Эдакая гармошка, которая компенсирует изменение длины трубопровода из-за температурных колебаний, а также уменьшает различного рода вибрации, возникающие при токе того же воздуха или воды. Таким образом, благодаря этому устройству увеличивается ресурс работы трубопровода. Небольшой лючок, который затоплен водой, но как он красиво затоплен. Известь, которая осадилась на поверхности, она имеет такую сложную структуру, как вот у коралловых рифов, наверное.
И смотрится это, конечно, очень необычно и прям привлекает внимание. То есть я же чуть не споткнулся и не улетел прям сюда. Кто-то тут нехороший оставил бутылку, и бутылка сверху уже порастает также известью. Ну, ладно. Природа загладит за человеком его проступок, что он не вынес мусор отсюда. Остатки деревянных конструкций еще даже кое-где остались. О. Идем. Стихи по-польски. Мне нравится рифма у них. Первая строчка «дуза» и последняя что-то «виздуза». Короче, польского я в этом плане не знаю, так что кто в курсе, переводите. Мы подошли практически уже к выходу на поверхность. Банхоф А64 с таким романтичным названием. Виднеются закладные под стрелочный перевод узкоколеечки. Оп-оп-оп-оп. Там была рукоятка управления. Впрочем, рядом виднеется второй такой перевод стрелочный. И вот остатки этой рукояти. Ну, естественно, все немножечко заржавело, немножко не работает. Рядом есть очень забавное граффити. Макс Уфа ДМБ. 92 осень. 92 год. Тут еще кто-то был. Недалеко дослуживал, видимо, потому что Варшавского блока-то уже как такового-то не было. Сапоги! Кто-то забыл. Кто-то в испуге убежал. А выход находится впереди. Здесь небольшой такой аппендикс, пройдя в который мы видим ствол, уходящий наверх. Так вот, у этого ствола... О, мушки летают летучие. У этого ствола мы сегодня сверху были. И вот что мы там наснимали. Мы решили подъехать к соседнему объекту, расположенному рядом со входом, обозначенному на Викимапе. Я увидел прямо в земле такой кирпичный люк. Но, к сожалению, он немножечко забит. Но рядом с ним, метрах 30, находятся две бетонные тумбы. И эти тумбы непростые. Эти тумбы заводные. Однако, есть на что посмотреть. Ровно как эта бетонная тумба, так и эта бетонная тумба. Это вентиляционные шахты. Мы находимся над объектом. Вот так выглядят внутренности широкой тумбы, но, к сожалению, как вы понимаете, здесь спускаться только свирьем в лучшем случае. Я надеюсь, что спустя некоторое время мы уже знаем ответ на этот вопрос, находясь внутри. А мы с вами подходим к выходу на улицу. Такое чувство, что его то ли пытались взорвать здесь, этот вход. Ну, другого объяснения излому бетона такой толщины я не нахожу. Так и есть. Этот вход во время боевых действий был взорван. Неизвестно, Красной армией или немцами, но факт есть факт. На кадрах хроники вы видите, как бойцы Красной армии расчищают завалы, а потом по восстановленной железке благополучно загоняют пустые составы в объект и в качестве репараций вывозят станки и прочее оборудование. Шейны, Тирасполь, Наро-Фоминск, 1967-2007. Кто-то вспомнил старину. Решеточка, привет, привет, улица. Ну вот, мы и можем посмотреть на улицу. Зелень, буйная растительность, немножечко луж, дождя нету, что очень радует. И с той стороны решетки на улице мы сегодня тоже были. Съемочки в студию, пожалуйста. Несколько кадров, специально отснятых заранее. Так вот выглядит этот въезд с наружной стороны. Решетка, очень толстая решетка. Состоит из балок, ну вот такого сечения, который пилить разве что только болгаркой. Но это поставили уже не немцы, это уже поляки поставили для того, чтобы левые туда не ходили. Поэтому нам пришлось идти таким хитрым путем. Но тем не менее, наверняка, вот я когда монтирую это видео, мы стоим с той стороны. Я надеюсь, что мы там дошли. Вход, такой вот вход, обрамленный
бетоном, много бетона. Здесь планировалось строительство входа группы Б, тоже по типу защищенности группы Б. Но насколько у них это получилось, что они хотели в итоге получить, я сейчас вам честно не скажу, потому что по карте это указано как проектируемый, планируемый к строительству объект укрепления. Ну, по крайней мере, вход сделали, и на том спасибо. Решил просветить внутрь, показать вам, что там находится. Вот туда вот вдаль уходит благополучно тоннель под небольшим таким уклончиком. Вот как-то туда я вдаль свечу, надеюсь, что-то видно. Я надеюсь, все-таки мы подойдем с той стороны сюда. А поляки-то, я смотрю, не обламывались. Помимо того, что толщина этих балок довольно-таки такая весомая. Вот, пожалуйста, здесь вот мой палец можно увидеть. Так они еще внутри, походу, бетоном залиты. Я не знаю, видно ли здесь, но вот железо и потом по каемочке там идет заполнение. Скорее всего, оно залито бетоном, чтобы всякие болгарочки, диски у болгарочек просто накрывались медным тазом. Очень оперативно. Ладно, окунемся с вами дальше в тоннеле. Вглубь. В следующей серии мы дойдем до границы заброшенной музейной части. Побываем и в музее, посмотрим на интересные экспонаты и походим по тоннелям группы Шарнхорст. А еще нас ждет паутина подземных галерей одной из недостроенных крепостей типа А. Мы посмотрим на сумрачные задумки немецких инженеров, рассчитанные на ведение боевых действий непосредственно внутри объекта и многое другое. Так что до новых встреч, мои зрители. Не забывайте рассказывать обо мне друзьям. Чем больше нас, тем лучше. Удачи!